Добрый день, дорогие друзья! Всем огромный привет из Израиля. Сколько раз мы проезжали в сторону Галилеи, в сторону Твери, Галилейского моря, по 90-й трассе, вдоль Иорданской долины. Показывали вам ее сельскохозяйственное угодье, плантации финиковых пальм, но ни разу мы не сворачивали вглубь. И вот сегодня мы исправляемся. Мы в Иорданской долине. Давайте знакомиться. Добро пожаловать! Вперед! Мы в гостях на частном участке с поэтичным названием «Финиковая дорога». Вот смотрите, написано на иврите «Дерех а-Тамар». Кстати, в переводе библейское имя Тамар, в славянском варианте Фомарь, и означает финик. Нас уже ждет радушная хозяйка. Ее зовут Эфи. Отлично, мы здесь, Яфит. Здесь очень красиво. Я рад, что прибыл сюда. Расскажи нам, что здесь происходит? Чем вы тут занимаетесь? Добро пожаловать. Мы мошавники, что означает фермеры. 20 лет. Я и Гиль, мой любимый муж, основали здесь финиковую плантацию. Вот финиковое дерево, которое выросло здесь. И много людей, которые к нам приезжают, хотят увидеть открытый пейзаж, дикий пейзаж. Можно сказать, даже такую девственную природу. Люди, которые приезжают сюда, не хотят возвращаться домой. Потому что чувствуют себя здесь как дома. Чувствуют себя комфортно, чувствуют себя в отпуске, ощущают себя спокойными, соединяясь с природой. И мы подумали, что в какой-то день построим здесь циммер, загородный домик. Место, где можно отдохнуть и успокоиться. Без детей, которые мешают. Это очень важно. А тот, кто с детьми приехал, все в порядке. Можно и с детьми, но без домашних проблем. А именно отдохнуть. Так вот мы и построили домик в открытой местности, чтобы было уединение и личное пространство. Семья может приехать сюда и провести здесь столько дней, сколько ей нужно. Быть в единении с природой, путешествовать. Здесь есть экскурсии, когда можно путешествовать по ручьям, подниматься в горы, рассматривать цветы. Бывает у нас времена года, когда здесь жарко. Мы в самом низком месте во всем мире, перед самым Мертвым морем. Какая температура в июле? В июле температура может достичь почти 50 градусов по Цельсию. Да, хорошо, что не минус 50 градусов. Нам не нужен здесь витамин D, мы получаем его напрямую. И даже слишком много витамина D. Природный ландшафт долины просто потрясающей красоты. Мы побывали здесь тот единственный месяц в году, когда земля просто пестрит яркими красками. Когда выжженные солнцем склоны гор наряжаются в десятки оттенков зеленого цвета с краплениями красок полевых цветов. И вся эта земля наполнена библейской историей. Мы находимся близко к Мертвому морю, полчаса езды отсюда. Это действительно чудо чудес – прибыть, отдохнуть, поплавать на море и в конце вернуться в частное уединенное место, чтобы дополнить свой отдых как для души, так и для тела. Мы находимся в очень-очень важном месте, в середине. От нас полчаса езды до Мертвого моря, 20 минут до места крещения. Это место мы еще знаем как Касар эль Яхуд, Бейт Авара, Вифавара, место перехода.
Да, верно. Вифавара. Там место Эпифании, Богоявления, где каждый год проходят церемонии. Это святое место как для евреев, так и для христиан. И это 20 минут езды отсюда. Можно сказать, если кто-то ищет уникальный опыт для души и отдых, приглашаем посетить нас. А что ты нам приготовила? Здесь есть что-то вкусненькое? Абсолютно. Я представляю вам наши финики. А это финик. Финик сорта маджуль. Финики, вероятно, одни из самых древних фруктов в мире и, конечно же, на Ближнем Востоке. О финиках известно порядка 5000 лет от Древнего Египта и до наших дней. Это дерево, как вы видите. И плод финиковой пальмы очень полезен для здоровья. Имеет природный сахар. Это глюкоза, которая сразу растворяется во рту. Предпочтительно есть финики, а не шоколад и пироги. Несмотря на то, что горький шоколад очень вкусный. Ничего не поделаешь, все любят шоколад. Но финик более полезный продукт. Год назад было проведено исследование в университете Хайфы, что плод финика сорта маджуль удаляет триглицериды в крови. Это означает, что тем, кто страдает проблемами давления или содержанием холестерола в крови, очень полезно есть финики. И не имеет значения в каком виде. Можно в коктейле, можно просто вот так есть. Финики поспевают в течение весны, проходят жаркое лето, и к сентябрю финики готовы. Собирают их раз в год. Нужно много воды, несмотря на то, что финики могут справиться, и тогда у них воды меньше. Просто дерево даст меньше плодов, плод будет небольшим, а маленьким. Но все же это деревья, которые нуждаются в воде. Поэтому мы часто находим финиковые пальмы в оазисах в пустыне в разных местах мира. Еще финиковая пальма очень сильное дерево. Ее корни могут справиться с большим уровнем засоления, твердой землей. Это дерево сильное. Мы находимся в классическом географическом месте. Отсюда час езды на юг до Иерусалима, полчаса на юг до Мертвого моря. Отсюда час на север. Это регион Афулы, Бейт-Шеана. Там источники, природа. И, конечно же, до Твери отсюда что-то около часа езды. А также час езды и мы уже в центре страны, в Тель-Авиве, Рамат-Гане, весь этот регион. Конечно же, как я раньше сказала, летом здесь жарко. И мы очень любим воду и плавать. Есть в поселке бассейн. Бассейн, в который вы можете прийти и отдохнуть. Немного бассейна, немного отдыха, также Мертвое море, также путешествия. В общем, здорово. И кому нужен массаж, тот может заказать прямо в свой гостевой дом. Есть у нас финиковая плантация, ее можно посетить и узнать много о финиках. Растет здесь культура, которая называется орган. Это очень уникальный орех, который привезли сюда из Марокко и выращивают также в Израиле. Его масло известно в косметике. Здесь есть место, куда можно прийти и увидеть его. Здесь есть люди, которые производят овечьи сыры, и можно сыры у них купить. Здесь живут Ира, и они с мужем готовят водку из фиников. Всякого рода вещи, которые можно увидеть, приехав сюда. У того, кто приезжает, также есть немало возможностей. Есть и кафе, и рестораны. Совсем рядом есть кафе-ресторан, не надо далеко ехать откуда-то специально. Есть небольшое кафе, уединенное, которое славится своей выпечкой. Оно находится на юге Иорданской долины, в получасе езды отсюда. И есть у нас место на высоте, на севере долины, совсем в горах. Это поселок Ротен. Туда прибывают со всей страны. Посидеть на самой высокой горе с красивым видом на долину. Местное кафе просто замечательное, приглашаем вас туда. У нас есть кондитер, ее зовут Хана, которая открыла Розалию. По пятницам можно приехать к ней во двор и попробовать свежайшие изделия, которые она испекла в этот же день. Для тех, кто не хочет готовить, можно заказать кейтеринг прямо сюда, к нам, в гостевой домик. Для тех, кто не хочет сильно совершать передвижения, у нас есть центр торжеств, в который можно подняться, пообедать, поужинать. Все открыто. А для тех, кто действительно хочет сам что-то приготовить, у нас в Циммере есть оборудованная кухня, и на участке рядом с домом уголок барбекю. Как здорово, здесь есть все. Есть все.
Здесь есть даже магазин свежей рыбы. 8-10 видов свежей рыбы. Все, что хочешь представить, здесь есть. Ты уже проголодался? Да, конечно, уже проголодался. Действительно, очень здорово. Большое спасибо. Ну и сейчас мы вам покажем, какие апартаменты здесь есть. Итак, перед нами загородный домик на 3 комнаты. Вот она центральная комната для всех. Здесь и обеденный стол, и диван, телевизор, кухня, холодильник, есть все. Здесь спальная комната, за мной туалет и душевая. И впереди еще одна спальная комната и еще один туалет с душевой. Посмотрим. Родительская комната, кстати, все так оформлено в стиле, я бы сказала, в стиле боха. Что меня привело в полный восторг, так это вот это украшение. Как думаете, что это? Наверняка многие догадались. Это бывшая финиковая гроздь. Посмотрите, какие колоссальные размеры. И буквально на каждой вот этой почечке висело по большому сладкому финику. И еще, что меня тоже очень потрясло, это вот такие потрясающие совершенно формы. Я просто в восторге. Лукошки. Посмотрите, здесь можно предоставить угощение гостям. Вот в такой прекрасной форме. Это плетет сама хозяйка этого дома. Она специально училась этому мастерству у женщины-рукодельницы, которая тоже этому ремеслу научилась в Марокко. Вот такие шикарные плетеночки, плетеные изделия из продуктов финиковой пальмы. А еще я хотела обратить внимание вот на вот эту вещь. Смотрите, какая. Это тоже финиковая гроздь, но она просто как-то не выросла. Мутант небольшой, но смотрите, как красиво, какая красивая форма. И, конечно же, хозяева этой фермы не могли ее просто так выбросить и тоже служит неким таким украшением. И вот у нас 2 финиковые грозди. Вот такая и вон такая. Что мне очень понравилось и сразу напомнила о том, что я в сельскохозяйственном поселке, так это вот эти вешалки из грабеля. Посмотрите, какая прелесть. А мне понравился такой механизм из бочки сделанный. Ты поднимаешь, и вдруг у тебя открывается своеобразный мангал. Вот те дрова заготовлены, пожалуйста, жарь, что тебе нравится. Очень удобно, практично. Мы едем знакомиться с Ириной в поселок Аргаман. Название поселка – это аббревиатура имен 2 офицеров израильской армии, погибших в ущелье долины Иордана в июле 1968 года в борьбе с террористами. Это сейчас восточная граница Израиля самая спокойная, но не всегда так было. С каждым годом мы видим, что здесь становится все больше и больше сельскохозяйственных угодий, как еврейских, так и арабских. И сердце радуется, когда проезжаешь эти места. А еще в Иорданской долине, в поселке Аргаман, куда мы уже почти доехали, производят самую чистую в Израиле водку. Как думаете, из чего могут производить водку в Иорданской долине? Немного терпения, сейчас узнаете. Мы ведь не просто так едем знакомиться с Ириной, мы будем еще и пробовать ее замечательную водку. Моя прелесть, я сразу детство вспомнил, когда у меня бабушка вот готовила что-то такое. Ну, она называлась самогон тогда. Благородный напиток, гордость Ирины и ее мужа. Я хотел представить Ирину
И она дальше уже сама нам расскажет, чем она занимается в этом замечательном поселке. Ну, во-первых, мы тут живем. В этом поселке уже достаточно с 92-го года. Мы делаем алкоголь, водку с разными вкусами. А можно из фиников делать? Естественно. Алкоголь можно делать из всего. Я слышал про водку из буряка, я слышал про водку из зерна, из пшеницы. Из всего, но да. вот из фиников первый раз. Ну, Как поскольку- вам это удается? Как пришла такая идея к вам в голову? Ну, во-первых, муж работал на предприятии, где перерабатывают финики и посылают их за границу. И, ну, поскольку у нас, когда выкидывают еду, то когда он увидел, сколько фиников выкидывают, сказал: Ира, мы должны что-то с этим сделать. Ну, правильно ведь? Спасти, правильно, ценный продукт, нельзя его Вот. выкидывать. И мы действительно. начали сначала делать дома, а поскольку мы живем в Бека, и фиников тут действительно, тут выращивают финики. Бека – это западный берег реки Иордан, я для наших зрителей поправлю. Да, я вижу, что вот напитки отличаются по цвету, да? Есть какие-то элементы, что вы придают цвет, и какие-то вы естественные продукты добавляете? Ну, во-первых, цвет, то, что Ну вот можно бутылочку коричневый. взять, например, да. Да. Да, аккуратно. Это если мы возьмем водку, которую мы делаем, и мы ее зальем в бочку из французского дуба, и эту бочку мы повезем в Тель-Авив. Мы приедем в Тель-Авив, и водка, которая, она, в общем-то, вот этого цвета, так это не реклама, водка, которая она вот такого цвета, она приобретает Из бочки. Из То бочки, есть она берет да. этот цвет. Она берет цвет и вкус. Ну что ж, лихаем, как говорят на иврите. Лихаем. Очень приятно познакомиться. Сейчас мы попробуем вашу замечательную водку. Так. На запах очаровательная. Сейчас проверим на вкус. Ой, какая прелесть. Мне очень нравится. Ира, я вижу у вас такие замечательные вот всякие награды тут. Расскажите немножко, где вы такие получили и добились? Просто интересно. Да. В Израиле Так. раз в год, это уже проходит, по-моему, я не помню точно, или 16 лет, или 13 лет, каждый год проходит международный конкурс, называется Теравина. В основном там люди, магишим, да. В основном там вина. Мы участвуем в категории крепких напитков. И, в общем-то, мы стоим рядом, например, на один год прислали из Шотландии бутылки. И одна бутылка была 25 лет выдержки, другая 18 лет выдержки. То есть серьезные такие люди. И, в общем-то, все, что мы на эту выставку поставляем, мы зарабатываем или золотую, или серебряную медаль. Здорово. Но я говорю, что мой муж плохо работает, потому что я еще не заработала двойную золотую медаль. Вот, над этим мы работаем. Здорово. Но я скажу, что вот это просто то, что мне греет душу. Это очень здорово. Мы желаем вам успехов, Да, спасибо, удачи, спасибо. развития Двойную дальнейшего. золотую медаль. И двойную. Спасибо, двойную золотую спасибо. Да, медаль заработать непросто. А вот она, ваша замечательная водка, кошерная или нет? Да. Почему? Мы начали с того, что, во-первых, мы думали, что будет больше людей, которые могут купить нашу водку, и сделали кашрут. И вот с этим кашрутом, в общем-то, получилось хорошо. Мы не работаем в шаббат. Замечательно. И это правда замечательно. В этом есть большие плюсы. Хоть отдых есть немножко. Да, а то бы мы и тут пропадали бы в шаббат. Я слышал часто критики крепких напитков говорят, вот там есть сивушные масла, вот они вредные. Расскажите, как вы с этой проблемой справляетесь? Ну, во-первых, чтобы было меньше, не то что меньше, а чтобы практически не было этих сивушных масел, мы при второй перегонке очень много выливаем. Где-то 10% мы выливаем. И потом, как мы выяснили, что, в общем-то, какое у нас качество, мы взяли наши бутылки и отнесли их в институт стандартов. Стандартизация Израиля, да? Да. И там проверили то, что находится внутри бутылки непосредственно.
И получилось, что, в общем-то, по нормам должно быть 30 грамм на 100 литров вот этих сивушных масел. У нас после проверки получилось, что у нас только 11 грамм. И вот Это очень высокий результат. да. И мы так и продолжаем. Здорово, молодцы, Ни вправо, так ни держать. влево. Справедливости ради скажем, что Ирина учитель математики в школе, а производство водки – это ее хобби. Не знаю, Лариса, говорят так, что мужики тоже сидят и рассказывают, что у них жены делают. Так он говорит, а моя гонит водку. Давайте посмотрим, что же такое красивое мы приобрели у Ирины и компании Sunbelt, то есть солнечный деликатес. Вот замечательная серия Moonshine, то есть лунный свет, благородный цвет приобрел напиток в результате того, что он немножко побыл в бочечке дубовой. А здесь есть и финики, здесь есть, наверное, и лимон, потрясающе. Другая, ой, тоже какой благородный цвет. Это как бы получается водка из фиников. Потрясающе. Финиковая водка. Уникальная. И третья с легким оттенком аниса. Но это не арак, который вот знают в Израиле, так называемая анисовая водка. Это вот напиток с легким добавлением аниса на основе фиников. Тоже уникальный вкус, конечно. Я остался очень доволен и вкусом, и настроением, и самое главное, что это еще экологически самая чистая водка в Израиле практически получается. Еще хочу сакцентировать ваше внимание, что все три напитка изготавливаются из фиников. Практически это финиковая водка, просто с разными оттенками и вкусами. И Ирина и Владимир, замечательные люди, приглашаем всех, пожалуйста, можно приехать к ним и попробовать приобрести вот такого рода напитки, которые производятся прямо здесь, в Иорданской долине. За горами Иордании рассвет. Звенящая утренняя тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц. Одиноко стоящий трактор, и все окрашено золотом рассвета. Вы выходите из дома, а взору открывается вот это. Солнечная энергия превращается в электрическую. Сегодня утром здесь был упоительный запах цветущих цитрусовых деревьев. Вот они. И еще меня поразила вот такая пальма. Смотрите, какой у нее обхват. Старая, видимо. Это все бывшие ее листья. И она подвижная. Смотрите, раз и вытащил. Раз и вытащил. Она прям похожа на ананас, правда? Конечно, хотелось остаться здесь еще, но пора в дорогу. Едем завтракать. Придорожное кафе превзошло ожидания. Пока рассматривали, появился завтрак. Ты доволен? Я не то слово. Я думаю, что, может быть, не хватит еды, Ларис. Ну, конечно. Вкусно? Очень. Ну, отлично. Приятного аппетита. Горячее.
Свежайший горячий хлеб манил запахом и хрустел. Завтрак удался. Уже минут через 15 после завтрака мы оказались здесь. Впервые мы рассмотрели вот так близко эти природные арки, не из окна машины или туристического автобуса. Заглянем в одно окошко, в другое. Ну и в третье. Здорово! Мечта осуществилась. Беспилотник Миша хотел полетать. И полетал таки. Над 90-й трассой, самой длинной в Израиле и самой низко расположенной в мире, возвышается мемориал памяти солдат армии обороны Израиля, погибших на восточной границе Израиля в Иорданской долине. Дорогие друзья, наш сегодняшний сюжет подошел к концу. Всем крепкого здоровья, хорошего настроения и добрых выходных. Всем огромный привет из Святой Земли Израиля и до следующих встреч. До свидания.